Всем привет! Меня зовут Алена, и сегодня у меня будет такая очень нежная работа по цветовой гамме. Ну и, конечно, магазин Fix Price. Переделка из магазина Fix Price. Я думаю, очень многие переделывают что-то купленное там. Некоторые идеи очень классные, но сделаны они не совсем красиво и не совсем хорошо, но стоят дешево. Впереди все-таки у меня будет видео по декору рамок для фотографий. Вы меня просили, поэтому я сейчас к этому видео хорошо подготавливаюсь. Ну а мы с вами приступаем к переделке. Я купила 3 вот таких сердечка, и знаете, наверное, первое, что меня натолкнуло, это все-таки цена. И они смотрятся очень здорово. Обычно я видела в магазине подобные сердечки, но ценник на них был все-таки завышен. Но в Fix Price, конечно же, цены очень хорошие, поэтому я приобрела себе 3 разных сердечка и решила сделать из них одну так называемую подвеску, композицию. Ну, короче, в конце посмотрим, что получится. Первое, что я делаю, это я разбираю все сердечки и снимаю весь декор с них, потому что мне не совсем нравится, как они задекорированы, и я не очень люблю вот такую ленточку, как-то странно она мне выглядит. Все приклеено на термоклей, поэтому оторвать в принципе легко. Вот, я убрала весь декор, и получаются вот такие сердечки. Обязательно убирайте весь клей, потому что он всегда портит любую работу. И знаете, красить я их не буду. И, в принципе, подкрашивать те места, которые сорвались вместе с клеем, именно краску, тоже не буду. И на это место я приклею декор. В работе буду использовать гофрированную бумагу. Все номера бумаги вы видите на экране. Начинаю с листиков, и размер листика у меня получается 3 на 5 сантиметров. Делаю как обычно. Разрезаем, склеиваем и вырезаем форму листа. Это очень простой вариант сделать листики из гофрированной бумаги. Я в работе использую термоклей, но можно использовать и густой ПВА. Теперь сам цветочек. Для лепестков я использую размер бумаги 2 на 4 сантиметра. Складываю пополам и вырезаю лепесток в форме капельки. После чего растягиваю посередине и будем собирать цветочек. Но чтобы мой цветочек был красивый, я использую вот такие тычинки. Можно их, конечно, не использовать, но мне хотелось, чтобы внутри что-нибудь было. Беру 5 вот таких тычинок. Купить их можно в магазинах для творчества, на AliExpress, и мне кажется, сейчас их купить можно везде. Беру 5 тычинок, складываю пополам и снизу склеиваю. А теперь приступаем приклеивать лепестки. Я буду использовать до 5 лепестков. Просто приклеиваю по кругу и слегка раскрываю, выгибаю пальцами, чтобы цветочек был красивый. Не забываем про чашелистик, он у меня размером 3 на 4 сантиметра. Выгибаем и приклеиваем к нашему цветочку. И все цветочки делаем таким же образом. Я также добавила еще и белые цветы. Первое, что я приклеиваю, это листики, но уже сверху буду добавлять сами цветы. На каждом своем сердечке я стараюсь расположить композицию в разном месте, чтобы она выглядела интереснее. Приклеиваю все цветы и стараюсь сочетать им таким образом, чтобы на каждом моем сердечке присутствовали те же самые элементы.
Таким образом они между собой будут хорошо сочетаться. Но если вы захотите, вы, конечно, можете сделать каждое сердечко по-разному и использовать его по отдельности. Еще я добавляю сами тычинки в композицию, мне кажется, они тоже очень интересно смотрятся. И таким образом я приклею все цветы и листики на свои сердечки. Ну а добавлять мы еще будем некоторые элементы немного попозже. Так как у меня одно сердечко все-таки серое, мне захотелось добавить и серых элементов. У меня это будут что-то наподобие растения, я думаю, многие знают, как бруния. Как я ее делала? Я просто использовала кусочек фольги, сделала из него шарик, обклеила бумагой, перед этим я ее очень хорошо растянула и снизу скручиваю. Делаю такие заготовочки, склеиваю где-то между собой и вставляю к своим цветочкам. Таким образом, у нас все между собой начинает еще больше сочетаться. Также я решила еще добавить немножко зеленых пластиковых веточек, потому что не хватало вот этой вот мелочи. И вот такие заготовки у меня уже получились. Ну а теперь можно между собой все соединять. Да, я забыла, у меня еще было на сером сердечке вот такое беленькое, я его решила тоже приклеить свою композицию. Не валяться же ему по дому. Соединять я все буду на тоненькую розовую ленточку и связываю 3 сердечка одно за другим. Располагать их можно, конечно, по-разному. Я решила сделать белое, розовое и снизу серое. Но если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Ну и, конечно, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие видео. И до новых встреч. Пока-пока!